Поздно ли покупать Каспу? Друзья, всем привет! И вне зависимости от того, когда вы смотрите это видео, сегодня мы не будем говорить о техническом анализе, то, чем мы занимались здесь с вами на канале в последнее время. Сегодня я бы хотел ответить на такой более общий и глобальный вопрос: поздно ли покупать Каспу? С учетом того, что текущая цена за одну Каспу составляет 0,19, то есть практически 0,2 доллара за одну монету, и с учетом того, что это практически вершина по цене, то есть цен ниже до этого за все время существования проекта мы не видели, да, если мы возьмем как бы общий график, то мы увидим, что мы прямо сейчас находимся на самом верху. И в связи с этим мне бы хотелось такой вот выпустить видеоролик с ответом на такой более глобальный вопрос: поздно ли покупать, с учетом того, что за 2 года монета только росла, может ли быть падение, и если покупать поздно, то почему, а если нет, то когда покупать, сколько и куда вообще может прийти цена. Ну, прежде всего, для того, чтобы вообще понять, да, хотя бы приблизительно ответ на этот вопрос, то предлагаю вам посмотреть на такую метрику, как количество активных адресов. И в текущий момент времени, да, сегодня у нас 30 июля, количество активных адресов составляет порядка 400 тысяч адресов. С учетом того, что в Каспе у одного пользователя, у одного человека может быть несколько адресов, то есть это работает следующим образом. Если у вас есть ваш кошелек, то при каждом получении монет на свой адрес, допустим, вы нажимаете «Получить», у вас появляется адрес, вы получаете на него монеты, и при следующем получении монет у вас может быть уже новый адрес. То есть с учетом того, что в данный момент времени находится 400 тысяч активных адресов, можно, я считаю, что смело делить это количество на 5. То есть приблизительно 80 тысяч активных адресов в данный момент в Каспе. Но даже если мы предположим, что это не 80 тысяч, да, то есть это слишком такое как бы будет бычье число, и сейчас я вам объясню почему. Даже если мы предположим, что 400 тысяч адресов и сравним с сетями, которые у нас активные, популярные и на текущий момент считаются достаточно развитыми, в которых есть большое количество пользователей, мы можем сравнить, ну, например, с Solana, да, поскольку на Solana не только есть различные дексы, но также на Solana есть мем-токены, то есть много всего, что связано с экосистемой Solana, она очень активно развивается и развивалась последние несколько лет, то давайте сравним, например, с ней. В Solana на текущий момент количество ежедневное, вот важно подчеркнуть, ежедневное количество активных адресов составляет 2,3 миллиона адресов. То есть это 2,3 миллиона ежедневно активных адресов. И если мы сравним это количество с Каспой, то есть 2300, да, уберем 3 нуля, поделим на 400, то есть 400 тысяч активных адресов, то мы получим, что примерно, ну не примерно, а точно в 5,75 раз количество ежедневных адресов в Каспе в данный момент меньше. Но если мы возьмем в расчет само развитие экосистемы, сам проект, о фундаментальных факторах которого мы сегодня говорить в этом видео не будем, да, я имею в виду Каспу, и посмотрим о том, что в данный момент протокол Kasprex, который уже был запущен и сейчас находится в стадии перезапуска доработок, это протокол, позволяющий минтить и развертывать свои токены. Это Kaspa Industrial Initiative, это новый фонд, да, то, что он будет из себя представлять, нам только предстоит узнать, но, по крайней мере, те люди, которые входят в этот фонд, это не самые простые люди, можно так сказать. Есть также Qscriptions, да, сайт, и скоро здесь появится и NFT, и, опять же, торговля этими самыми токенами на Каспе. То есть все это только начинает развиваться. И если мы сравниваем это, ну, например, да, с Solana, на которой в данный момент уже есть подобные решения, то можно предположить, что
Например, в случае, когда на Каспе будет примерно такое же количество ежедневно активных адресов, мы можем предположить, что возьмем даже по минимуму, да, то есть я не буду затрагивать сейчас тему майнинга, я не буду затрагивать сейчас тему адопшена, принятия Каспы как валюты, как платежной системы. Мы сейчас рассмотрим это с точки зрения активных адресов и перенесем эту метрику, да, вот 5.75 на цену. То есть можно ли покупать Каспу, не поздно ли еще ее покупать и есть ли в этом смысл. И если мы предполагаем, что количество ежедневных, да, то есть активных адресов на Каспе дойдет до тех же уровней, которые сейчас мы видим в Solana, этот уровень мы видим в NIR протокол, ну, Polygon, да, где-то вот здесь вот у нас проседает, Ethereum, Тон и так далее. Если мы предполагаем, что количество ежедневных активных адресов дойдет до этих уровней, а я считаю, что оно не только дойдет, а еще и перегонит этот уровень, то можно предположить, что от текущей цены в 0,2 доллара мы сможем точно увидеть цену в 1,15 долларов за одну монету Каспа. И если мы отвечаем на вопрос, поздно ли покупать Каспу, то я считаю, что нет. Потому что как минимум в 5,75 раз та цена, которая сейчас есть, она будет увеличена. Да? И опять же для каждого это будет какая-то своя цель. Кто-то хочет заработать здесь и сейчас, кто-то хочет заработать в долгосрочной перспективе, а кто-то, кто понимает, как устроена фиатная система, как устроены монеты, допустим, по типу Каспи сети с ограниченным запасом, да, кто-то просто хочет перестать терять деньги и сохранить их, и для этого они могут, опять же, выбрать биткоин, ну, либо же, да, например, ту же Каспу. И в таком случае мы можем предположить, что увеличение цены в 5,75 раз от текущих значений это вполне реальная и не сильно далекая цель. Это примерно, да, те иксы, за которыми многие гонятся для того, чтобы понять, сколько можно заработать, да, потому что у кого-то есть простая цель, у кого-то есть, например, 10 тысяч долларов, и им важно приумножить свои 10 тысяч долларов для покупки, например, автомобиля, квартиры, может быть, каких-то других нужд или благ, и поэтому, например, вкладывая те же 10 тысяч долларов, можно, если у вас есть такая цель, получить с этих 10 тысяч 57,5, и, да, например, чистый профит, который у вас будет, ну, просто его вывести, потратить и распорядиться им как угодно. Поэтому я считаю, что в данный момент времени, даже с учетом возможной просадки, опять же, мы сейчас не будем с вами подробно обсуждать о том, что может быть просадка, да, на 19-20%, даже там, на 25-30% в самом негативном сценарии, если просадка и случится. Ну, вот если мы смотрим по самому низу того ценового диапазона, который у нас есть сейчас, то это максимум 50% просадки. И если для вас важна какая-то конкретная цель, да, например, увеличить свои деньги, которые у вас есть сейчас там в 5,75 раз, да, например, то вполне, если вы переживете такие просадки, да, нужно быть к этому готовым. На крипторынке может быть все что угодно, но если для вас это не смертельно, то вы можете рассчитывать на такие проценты и на такое количество иксов. Что ж, на этом на сегодня все. Если видео было полезным, то обязательно оставляйте комментарий. Если вы инвестируете в Каспу или в другие криптовалюты, пишите, какое количество иксов или процентов вы ждете от Каспы или от каких-то ваших криптовалют. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом на сегодня все. Всем пока.